Ой, друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. У нас приключения продолжаются, у Оксаны воспалился аппендицит. И вчера ночью ее вечером забрали, на скорой увезли, прооперировали. Господи, сколько мы намучились за эти сутки. Сколько боли она вытерпела. Я всю ночь не спал, ждал ее после операции. Вообще жесть. Прооперировали в Пушкине, здесь рядом с Питером. Вот еду, везу ей передачку. Сейчас заеду во Вкусвилл, куплю еду, потому что у нее непереносимость лактозы. А в больнице дают, естественно, что там, запеканку, молочную кашу какую-нибудь, я не знаю. Вот, она уже была на завтраке, сказала, что там есть для нее нечего. В общем, сейчас заеду. Отвез дочку в садик. В общем, времени 9:15, я уже вот так вот по всему этому Питеру. Сейчас у меня в 12 съемка. Вечером должна была прилететь Оксанина мама из Оренбурга. Ну, не знаю, уже прилетит она, не прилетит. Оксана легла в больницу на несколько дней. Ее по-любому сейчас там будут держать, не отпустят. В общем, вот такие новости. Я в шоке вообще просто. Мне так ее жалко. Ей было так больно. Она приехала с работы, я встретил ее. И очень сильно болел живот. И я что-то не срастил. Я вообще не знаю ничего про аппендицит. У меня никогда не было и никогда я не сталкивался. Она мне рассказывает свои жалобы. Я ничего не понимаю, что болит. Дал ей омепразол. Думал, желудок болит. А в итоге, когда уже поставили ей диагноз, я открыл посмотреть на YouTube видео, как хоть проходит операция там и так далее. И там просто ее жалобы, которые она рассказывала, что сначала в груди, где-то в области там ребер, а потом опустилась вниз к пупку. Боль такая. В общем, такой синдром очень характерен для аппендицита. Вот. И очень жалко, что сразу же я себя ругаю, что я сразу же не отвез ее в больницу, а что мы приехали домой, и какое-то время она там у меня пыталась сама что-то. Шачих полицейских. Сейчас еду во Вкусвилл, не ориентируюсь в Пушкине, переключимся. Вот такая больница у Оксаны. Красивый какой-то дуб посередине. Временное ее пристанище. Отдал передачку. Купил во Вкусвилле супчик. Забыл показать на видео. Я вообще сам не свой. Вот, все хорошо. Поехал на работу, на съемку. Купил вот такую пасту себе. Потому что я без завтрака пока всех отвез, пока все купил. Сейчас перекушу пастой с куриными фрикадельками и томатным соусом. Взял вилку одноразовую. Разогрел, там у них есть микроволновка во Вкусвилле. Сейчас буду завтракать. Боже мой, как у Вкусвилла все вкусно выглядит. Я вообще все хочу давно посмотреть на YouTube какой-нибудь выпуск, как они готовят эту еду, что это вообще такое, почему это так вкусно во всех городах. Невероятно. Еще и обещают вернуть деньги если блюдо вам не понравится. То есть вообще просто уровень сервиса максимальный. Представляете, насколько они уверены в качестве своего продукта, что готовы возвращать деньги, если блюдо не понравилось. Вот, кстати, здесь такого не написано, по-моему. Странно. Не знаю, почему не написано. Вообще на всей еде написано. Аппетита, если честно, вообще нет. Я на нервной почве, у меня отключается сразу все питание. Очень вкусно. Тут еще эти макарошки, они с соусом песто. Я обожаю песто. Напишите, ребят, любите Вкусвилл?
Я думаю, что все его любят. Ой, у меня какой-то новый режим включился на камере. Ой, Оксана. Так жалко было ее. У нее болит, а бейсбол ей не делают. Ну, видимо, чтобы клинику заболевания не сбивать. Я ничем помочь не могу. Ей звоню, она там загибается от боли. Это какой-то ад. В больнице выглядит плохо. Она и так у меня, я ее называю сомнамбулой. Она такая у меня очень слабенькая, такая кахексичная. Еле-еле душа в теле. Так еще и такие эти испытания в жизни. Бедная моя девочка. Не знаю, когда в следующий раз к ней поеду. Наверное, в 5 заберу ее маму с аэропорта. Хотя, наверное, уже потом не будет приема, да? Тут же приемные часы какие-то. Вечно непонятные. Ничего не понятно. Утром, наверное, только можно посещать, да? Наверное, вечером мы не пройдем к ней. Меня тоже еле-еле впустили. Только по пропуску от лечащего врача. Откуда у меня? Но в итоге меня впустили. Я добился своего. Меня проще впустить, чем выгнать. Ладно, буду кушать. И поеду на съемку. Попить только ничего не взял. Не выспался, спать хочу. Придется, наверное, зайти еще за водой. Вчера еще написал любимому своему ортопеду, ортодонту в Ярославле, сможет ли он снять мне брекеты. Он написал, что сможет. Я очень жду от него цену. Мне все равно к нему надо, мне нужно коронку делать у зубов, нескольких, по-моему, даже. Если он меня возьмет, это было бы вообще просто великолепно. Мне кажется, цена у него будет приятнее, чем 60 тысяч рублей. Вот. И заодно смогу съездить, увидеть маму, друзей, брата повидать. К этому ортопеду я попал случайно, и он сделал коронку в моем рту одну в свое время, когда зуб развалился. И теперь все врачи, которые заглядывают ко мне в рот, а их было достаточно много, потому что я ношу брекеты, и все заглядывают и говорят: где вы сделали такой зуб? Он настолько образцовый, красивый, он выглядит как настоящий, при этом это коронка, то есть она сделана вручную, как бы. Вот, и очень сильно... Ну, я и без них знал, что этот врач, он вообще просто от бога. Мы всей семьей к нему ходим лечить зубы. Вот, а тут еще вот я переехал в Питер, и такие подтверждения слышал от многих врачей. Вот, поэтому я хочу попасть именно к нему. Я бы и брекеты у него установил, но, к сожалению, на тот момент он еще не ставил их и не занимался брекетами. На улице уже поют птички, солнышко, все зеленое, обалдеть. Что сейчас, май? 13 мая. А на улице уже прямо летом пахнет, лето настоящее. Сегодня у меня будет фотопрогулка. 2 девушки будут. У одной из них день рождения. Надо, кстати, не забыть поздравить. Вот. И часто вообще мою съемку дарят в подарок человеку, либо пара. Например, парень дарит девушке, либо девушка дарит парню. Вот. Также часто делаю сертификаты подарочные, для того, чтобы можно было красиво подарить и потом прийти там, когда это будет удобно для ребят. А еще у меня, кстати, покупали сертификат не так давно. Мама с дочкой. Надо им, кстати, написать.
и пригласить их на съемку. Они хотели как раз-таки, когда вот все позеленеет, распустится, в общем, уже можно. Вот, надо будет мне им написать и пригласить их. Хотел бы я съездить в Ярославль. Ой, я надеюсь, что Олег Андреевич мне напишет сегодня-завтра, свой ценник скинет, и мы запишемся на снятие. Только, насколько я помню, коронка делается несколько дней, и мне придется Оксану оставлять в Питере довольно на долгое время, наверное, на неделю минимум. Наверное, она будет не очень рада. А поехать со мной она не сможет, потому что у нее офисные дни. Она ездит на работу 2 раза в неделю. Вот, такие дела. Переключимся. Еще у меня на этой неделе в пятницу, в субботу и в воскресенье будет подработка. Целый день работаю в подписных изданиях фотографом на старую советскую камеру. Я уже снимал подобную свою работу. Влог прикреплю сюда небольшой. Можно посмотреть. Знаете, старая советская камера, в которую вот так вот фотограф накрывается черной тканью, делает фотографию. Вот, и я немного переживаю, волнуюсь, как будет вести себя седалищный нерв. Там довольно долго, там, по-моему, с 12 часов до то ли 10 даже вечера. То есть вот такой длинный рабочий день будет. Понятное дело, что меня там смогут немножко подменить, чтобы я передохнул, поел, там в туалет сходил. И я волнуюсь, не стрелял бы у меня нерв, потому что там приходится очень сильно как бы нагибаться, залезать туда. Вообще на эту камеру неудобно фотографировать. Изображение там перевернутое, то есть я кадрирую изображение, выстраиваю кадр полностью перевернутый. То есть я настраиваюсь по глазам, резкость на людей, но тем не менее в камере я вижу просто вот так вот все. Вот, и очень тускло, то есть нет такого, как на современных камерах, когда ты можешь прибавить яркость и увидеть человека. Нет, там очень-очень-очень такой тусклый свет, поэтому нужно приноровиться к ней, чтобы попадать в резкость, хорошо укрываться этой тканью. Вот. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Настрой боевой. Обычно на эту работу я хожу в деловом костюме, но в этот раз это будут подписные издания. Это такой книжный магазин в Питере, популярный довольно-таки. Напишите в комментариях, знаете, не знаете. И форма довольно свободная. То есть это не какое-то официальное мероприятие, типа там свадьба, день рождения, а это именно просто такой выходного дня, такая что это? Фотобудка такая. Вот. Еще также эти ребята хотят выходить на питерский рынок, активно делают действия для того, чтобы заказов здесь появлялось больше на нашу работу, на эту. И я очень хочу поработать с ними над презентацией, для того, чтобы эстетично, атмосферно, дорого упаковать наш продукт, нашу фотобудку, да, назовем ее так. Вот, чтобы это коммерческое предложение отправлять клиентам, и они смотрели, кто мы такие, что, из чего состоит наша работа, что получит клиент в итоге, и все это оформлять в такое красивое коммерческое предложение, в презентацию, и отправлять клиентам. Вот, и я хочу заняться этой презентацией. Скорее всего, это я хочу сделать за деньги, но я понимаю, что у ребят не супер много сейчас финансов, потому что пока в Питере мало заказов, да, именно коммерческих, вот, и у них нету лишних финансов. Ну, в целом я готов подвинуться по стоимости, лишь бы это принесло результат и пользу, и чтобы нас заказывали чаще. Потому что если нас будут заказывать чаще, то и у меня работы будет больше. Вот, такие новости. Что, буду потихонечку выходить. По времени вот так вот у меня получилось не очень удобно. Но я думаю, что сейчас быстренько я отфотографирую фотопрогулку. И поеду домой, отдохну немножко, посплю, наверное.
Еще летом всегда переживаю за свет в уличных съемках, потому что посмотрите, какой он жесткий. Лица все засвечены. Я не люблю фотографироваться в таком свете. Я больше люблю мягкий рассеянный свет, вечерний, либо закатный. Но всем клиентам удобно днем, поэтому понятное дело, что будем подстраиваться как-то под погоду и снимать в таких условиях, которые есть. Смотрите, какой свет сложный. Притащили в центр вот эти катки. В них потом посадят деревья. И здесь перед Исаакиевским собором будет такая аллея из деревьев. Потом покажу в следующих видео. Еще иду сейчас и думаю по поводу всех этих болячек. Хорошо, что мы не думали о них, когда улетали на Бали. Потому что если бы мы о них думали, мы бы, наверное, так и не решились уехать. Потому что, не знаю, в чужой стране этот аппендицит лечить, оперировать. Конечно, у нас была страховка, я делал страховку, но тем не менее. Без языка, да, без местного. Короче, это было бы то еще испытание. Но, слава богу, все обошлось. Как теперь дальше ездить? Мой ортодонт мне ответил. Хорошие новости. У него стоимость снятия 40 тысяч рублей. Поэтому мне как раз недавно написали комментарий: Александр, как часто ездите домой? Было бы интересно посмотреть влог из Ярославля. И видите, ребят, как получается, что в ближайшем будущем поеду в Ярославль. Возьму вас с собой, не знаю, что вам там показать. Увижусь с мамой, с ребятами, со своими, с друзьями, с тренером, возможно. Не знаю, на сколько дней поеду, потому что достаточно... Там мне еще нужно коронку ставить. И, может быть, понадобится несколько дней. Вот. Съемку провел, все прошло отлично. Поехали домой отдыхать немножко. Потом поеду за Оксаниной мамой встречать в аэропорт. Дочкины рисунки тут. Творчество, почему-то грустный смайлик. Что-то все мне не нравится в этой квартире. Картинка. Картинка мне не нравится. Ну что, друзья, сейчас вспоминал, кстати, когда последний раз видел свою маму. И вспомнил, что это был мой день рождения, 11 декабря. Оксана мне подарила билет, она меня сюрпризом увезла в Сочи. А там как раз в этот момент отдыхали мои родители. Вот, и Оксана завязала мне глаза, отвезла меня в аэропорт, и мы улетели в Сочи. Был очень клевый отдых. Может, повставляю сюда фотки. На пару дней мы ездили, на 4 дня, по-моему. Вот, было неожиданно и приятно, я даже не подозревал. И надо смотреть уже билеты, потому что времени остается не так много. Уже на следующей неделе снимаю брекеты. Записался, вообще нереально счастлив. Еще не осознал, потому что сегодня вот такой вот день. Заказал стейки. Будем сегодня готовить. Сейчас поеду, заберу Оксанину маму. Отвезу ее к Оксане, навестим. Не знаю, что туда привезти-то. Какие-то фрукты нельзя, потому что у нее там какая-то диета супер-пупер. Вареная, пареная. Ну, понятно, что там, аппендицит вырезали, поэтому пока нужно будет поддержать такую жесткую диету. Вот. Поедем, навестим ее. Не знаю, может, цветочки, а цветочки некуда ставить вазу, надо вазу. Короче, я подумаю, не знаю как. Я езжу к Оксане каждый день, вожу всякие передачки, супчики, всякую еду. Приехала ее мама, приготовила ей суп. Вот мы съездили, отвезли. Такая, конечно, она плохонькая у меня выглядит, плоховастенько. Скрюченная такая, держится за живот. Сделали 3 отверстия в животе. Ну, кто удалял аппендицит, тот знает. Немного я переживаю за ее живот, потому что она у меня модель. Периодически работает моделью для брендов. Я думаю, это, конечно, никак не повлияет, но тем не менее. Переживательно за нее.
купил билеты в Ярославль. Сегодня вот взял на понедельник билет. Приезжаю в день приема своего ортодонта, буду снимать брекеты. Не знаю, посмотрим с ним, возможно, сделаем сразу же коронку. Либо же он просто там пломбу поменяет, обновит, если сочтет это необходимым. Потому что он мне говорил, я помню, что свои зубы всегда лучше, чем коронки или там виниры. Вот, посмотрим, решать ему, я ему в этом плане очень доверяю. Самый лучший в Ярославле ортодонт. Он не ортодонт, он ортопед вообще. Ортопед стоматологический — это тот, который, я так понимаю, делает эти виниры, изготавливает сам вот этот зуб красивый, чтобы он был со всеми фиссурами, как это, такие ложбинки такие в зубе. Вот, в общем, он рассказывал мне, как он этому учился и как их в университете тренировали их рисовать, поэтому его зубы самые красивые, самые такие, как будто это свои зубы. Сейчас приеду домой, нужно будет подготовить одежду для моей работы. Завтра фотографирую в подписных изданиях. 3 дня подряд буду работать. Нужно что-то придумать, какой-то образ парадно-выходной. Я вообще люблю одежду, люблю одеваться. Люблю магазин Lime. Мне нравится в Питере здесь мужской. У них такая качественная одежда, красивая. Все там мне подходит. Я люблю одежду. В прошлом году обновил себе весь гардероб. Вообще все старое, все какие-то вещи, которые мне не нравятся, избавился. Закупил новые. Люблю чистые, ухоженные, красивые вещи. Понял тут, что у меня в гардеробе вообще нет ярких вещей. Поэтому не знаю. Какие-то такие у меня серые, черные, джинсы. Короче, все такое однотонное практически. Не знаю, может, надо какие-то акценты иметь в гардеробе. Переключимся. Итак, оцениваем лук от 1 до 10. Не знаю, есть еще светлые брюки. И черные. Но черные сюда точно нет. Но мне кажется, в светлых я буду как бельмо на глазу там. А так достаточно незаметно. И в то же время в формате нашего ретро-фотоателье. Что скажете? Блин, я не отражаюсь в зеркалах, я себя вижу вот так всегда, потому что зеркала все очень низкие для меня. Вот так. Что думаете? Еще как вариант есть светлый вверх. Немного тут он у меня помятый, из шкафа достал. Вот, я так в целом на свадьбу ходил к сестре. Не знаю. Что-то мне кажется, темный, коричневый был лучше. Наверное, все-таки его. Со светлыми брюками получается вот так. Кстати, тоже неплохо. Тоже красиво. Блин, светлые что ли надеть? Пишите в комментариях. Сижу, обрабатываю сейчас фотографии с фотопрогулки. И решили подыскать, может, Оксане какой-то бандаж на живот, который будет удерживать ее послеоперационное поле. Хоть там и 3 небольшие дырочки, а не разрез, как раньше вот делали, но тем не менее она все равно сейчас держится очень за живот. И подумали посмотреть бандаж. Открываем ВП. Я уже говорил, что она работает моделью. И там ее забавно видеть фотографии для товаров. Она часто принимает участие в съемках, в контент-съемках для маркетплейсов.
Вот. И всегда забавно видеть ее моделью на каких-то товарах, которые вот мы все пользуемся. Такая интересная работа. Я вообще обожаю, как она работает. Мы с ней познакомились на съемке. Я думаю, может быть, запишем с ней на эту тему отдельное видео. Напишите в комментариях, если это было бы интересно. И я как фотограф всегда восхищался тем, как она работает с камерой, с продуктами, которые мы снимаем. Я вижу эту разницу, потому что много работаю и с профессиональными моделями, и с не очень профессиональными, и моделями, которые называют себя моделями, но по факту ими не являются. Вот. И Оксана, она очень всегда выделялась. И я ей говорю о том, что там, повышай цену за свою работу, потому что то, как ты работаешь, это реально стоит дороже. Потому что когда вы собираете какую-то сборную съемку, да, можно ее отснять за 6 часов, за 4 часа, за 3 часа. А Оксана в целом, мне кажется, за час-два отснимет любую съемку. То есть она хорошо работает на камеру, она хорошо работает с продуктом, очень нативно, гармонично у нее всегда получаются фотографии. И, короче, очень люблю, как она работает. Вот все, что я хотел сказать.